Всем привет! Я сегодня хочу вам показать свой суперзавод по автоматическому производству Badger из мода Industrial Craft 2. Значит, для этого завода необходимы моды, собственно, сам Industrial Craft 2, мод Red Power 2. Это, собственно, откуда большинство механизмов необходимы в этой системе. А также BuildCraft. Ну и желательно еще что-нибудь типа Iron Chest с такими вот сундуками, которые можно рядом друг другу ставить. Значит, я попозже выложу видео, где я поэтапно строил этот завод с комментариями. Единственный нюанс, что как бы это будет разбито на две части, и во второй части как бы все в порядке, а в первой, к сожалению, есть фризы. Вот, поэтому не знаю, насколько будет комфортно вообще их смотреть, но если вдруг кому-то нужно будет, то я думаю, и фризы не помеха. Вот, а здесь я постараюсь кратко просто рассказать основную схему, основную систему этого завода, его логику. Значит, все начинается с того, что нам нужна энергия, причем огромное количество энергии. Ну, обычно сейчас на всех серверах, как правило, есть еще мод на совершенные солнечные панели, которые вырабатывают огромное количество энергии. Вы, собственно, эти панели можете скрафтить, либо можете через донат приобрести. Как бы я обычно делал так, я как бы какой-то, допустим, вайп развивался там самостоятельно, да, там как бы что-то продавал, обменивался с игроками, там, не знаю, голосовал, еще какую-то активность проявлял, зарабатывал, в общем, игровую валюту. И потом на эту игровую валюту я мог покупать донат. И после следующего вайпа спокойно мог покупать себе эти панели, производить еще, как бы накапливать. И в принципе у меня как бы уже, не знаю, спустя пару недель после вайпа или там через месяц, может быть, у меня там накапливалось спокойно там 2, то и 3-4 даже стака вот таких солнечных панелей. То есть вполне реально, если активно играешь, вот, и как бы торгуешь с игроками. Вот. И, значит, допустим, у нас есть уже источник энергии. Так, сейчас брошу. Так, пардон. Капсул не понимает. Так, ну вот, допустим, у нас есть энергия. Что мы дальше делаем? Ну, естественно, мы эту энергию преобразовываем в материю. А дальше мы из этой материи можем крафтить составные элементы ваджры. Значит, для ваджры требуется достаточно много ресурсов, достаточно много компонент. Вот, и просто вручную крафтить ее достаточно долго и запарно. А теперь представьте ситуацию, если у вас, например, очень популярный какой-то варп-шоп, куда ходят игроки, покупают. И, естественно, как правило, ваджра, она очень спросовая. То есть на нее большой спрос. И она, как правило, на серверах стоит приличную сумму игровой валюты. Поэтому это очень выгодная вещь. И выгодно иметь такой завод. Тем более, когда вы делаете такой завод, у вас побочно еще производится куча ресурсов, которые также можно спокойно продавать на своем варпшопе или просто там игрокам. Значит, что здесь необходимо? Ну, во-первых, естественно, генератор материи. Достаточно одного, поскольку он может практически любое количество энергии принимать. По крайней мере, версия 1.4.7. Это версия 1.4.7. Тут еще материя, соответственно, как кусочная такая, как желейка розовая. Дальше у нас идет система по превращению материи в какие-то ресурсы. Это, соответственно, золото, это медь, это олово и дальше уголь. И здесь сразу комментарий. Как видите, у меня всего здесь 3 руды. На самом деле железо можно крафтить также напрямую из материи, но это не совсем выгодная схема, есть немного другая. Я про нее расскажу попозже. Так, дальше нам нужен еще уголь, светящийся камень, который мы дробим в светопыль, латекс, который мы превращаем в резину, красная пыль, стекло, алмазы, лазурит и иридий. Все, вот этих, в принципе, базовых ресурсов уже достаточно для того, чтобы впоследствии их переработать, их как бы в крафтах покрутить и превратить их в ваджру.
Значит, система следующая. Значит, вот мы с помощью автоверстака из мода BuildCraft, собственно, крафтим какой-нибудь предмет. Дальше я вытягиваю его, помещаю в такую систему. Вот, это такой вот как бы компонент, который просто у нас не допускает перепроизводства ресурса. То есть, если как бы у нас он заполнен, как вот здесь, например, с оловом, у нас уже переполнено хранилище, вот эта система, она запрещает дальнейшее производство ресурса. Когда здесь ресурс, когда место освобождается, производство возобновляется. Очень крутая схема, суперская. У меня про это есть отдельное видео на канале, смотрите. Значит, дальше мы производим это, направляем в данном случае руду в дробилку, потом плавим, получаем слитки. И у нас уже здесь вот в сундуках лежат, соответственно, слитки, которые мы дальше можем использовать в крафте. Так, теперь расскажу про вот такую еще интересную крутую штуку, называемую менеджер. Это из мода Red Power 2. Что это такое, зачем он нужен? Менеджер позволяет вам соединять все ваши сундуки в одну единую сеть, такую создать систему. И суть в том, что менеджер имеет, во-первых, приоритизацию, во-вторых, он работает в двух режимах. Значит, он может либо допускать хранение, вот в данном случае он позволяет, допустим, вот в этом сундуке, вот в таком режиме, хранить здесь золото. Вот. Причем в любом количестве. Главное, чтобы здесь было золото. Вот здесь, как видите, в таком режиме у меня хранится здесь медь. Вот, он позволяет это. И кроме того, если мы с какими-то другими менеджерами будем соединять вот этот, он будет говорить, что, ребят, у меня вот здесь вот в сундуке есть медь. А вот этот будет говорить, ребят, у меня вот здесь вот в сундуке есть золото. Я вам могу его дать, если оно вам нужно. И вот, например, значит, допустим, мне нужен композит. Да? Для его производства мне, соответственно, нужно сверхпрочный сплав. Да, кстати, давайте сейчас сразу расскажу про железо, как я его получаю. Железо выгодно делать переработкой из олова. Значит, мы берем это олово. Так, здесь где-то у меня скрыто. Да, вот сюда я тоже распределяю, значит, частично. И из этого олова, из слитков олова, я делаю ведра. Дальше ведра я направляю в плавильные печи, опять же из мода RP2. Эти плавильные печи превращают ведра в железные слитки. Получается 1 к 1. И все, что мы здесь тратим, по сути, это вот эту вот энергию из мода Red Power 2 в электрическую. Такие панельки достаточно дешево сделать, как бы там несколько стаков можно спокойно там. Ну, я думаю, даже одного, ну там 2 стака вам, в принципе, за глаза хватит, если вот такие вот хранилища вы сделаете, там одну ночь постоите, как бы в АФК, у вас достаточно большое количество энергии это накопится, и все будет супер. Значит, дальше ставим такие вот печки, они перерабатывают ведра уже в железо. Все, мы дальше все это собираем, здесь также храним. Вот, железо. Потом из железа еще можно сразу же переплавить в сталь. Здесь, как правило, в этом моде в крафтах используется больше сталь, чем железо. Поэтому сразу же плавлю, превращаю в сталь. И дальше, опять же, через менеджер я сообщаю системе, что, ребят, здесь у меня хранится сталь. Если вам надо, заказывайте. Окей. Допустим, мне нужно, значит, композит сделать. Что для этого мне необходимо? Еще раз. Сверхпрочный сплав, для которого нужна сталь, бронза и олово. Так, окей, олово и сталь у меня есть в системе. Где нам взять бронзу? А бронза у нас также делается из... Где здесь крафт? Нет, не та бронза. Сейчас, пардон. Нам нужна вот такая бронза. Да, вот она делается из 3 слитков меди и олова. Окей. У нас есть это в системе. А как же нам скрафтить? Мы берем, ставим другой менеджер, подсоединяем его к сундуку.
и говорим уже в другом режиме, что я хочу, чтобы вот в этом сундуке у меня было 32 слитка меди и 16 слитков олова. Я ему говорю и ставлю приоритет какой-нибудь, ну, повыше, чем 0, там 1, 2, 3, 4, 5. Зачем это нужно? Затем, что здесь вот эти ресурсы распределяются по приоритизации. То есть, если вот этого менеджера приоритет стоит единица, он, соответственно, у этого менеджера будет забирать медь, у которого приоритет 0. Ну, то есть, как бы, тот, у кого больше приоритет, забирает тот, у того, у кого меньше. Логика простая. Вот. Причем, поскольку он в таком вот режиме находится, он будет накладывать именно определенное количество здесь. То есть, он будет из других менеджеров забирать и сюда в сундук класть. Вот, пожалуйста. Если мы сейчас заберем, он сейчас это восполнит. Хоп. Он, соответственно, там забрал, сюда положил. Если мы лишние поставим, он их выплюнет куда-нибудь в свободное место. Либо туда вернет, если там есть свободное место. Либо здесь вот такие я буферы делаю для хранения ресурсов. Если какой-то избыток, они сюда выплевываются. Но лучше делать не такие вот закрытые просто буферы, а лучше делать вот такой вот, тоже соединенный с менеджером, в котором мы говорим, что здесь вот хранятся такие-то ресурсы, но приоритет ставим тоже там минимальный. То есть в первую очередь отсюда будет, если что, ресурсы забираться в систему. Все, окей, мы с помощью менеджера сообщили, значит, сообщили системе, что сюда надо класть такое количество ресурсов. Ну а дальше по стандартной схемке, которую я там в другом видео тоже описывал, с помощью автокрафта, вот такого вот, производим уже бронзу. И опять же здесь с помощью менеджера сообщаем системе, что здесь у нас хранится бронза. Еще я здесь ставлю камень, это он просто выполняет функцию у меня, ну, чтобы не было слишком много ресурсов. Здесь вот этих вот бронзовых слитков, их слишком много мне не надо, иначе это будет очень большой расход материи, большой расход энергии, поэтому я ставлю такое ограничение. Мне достаточно вот столько вот слитков. Он говорит, ну, я ему говорю, что здесь может и бронза, и камень хранится, и все в порядке, они здесь лежат. Если я забираю бронзу, она сейчас вот воспроизведется. Пожалуйста. Все, мы системе сообщили. Так, еще, наверное, прокомментирую вот эти вот штуки. На самом деле менеджера можно соединять между собой через пневматические трубы. Вот такие вот. Но здесь есть косяк, то что через эти пневматические трубы ресурсы достаточно медленно перемещаются, поэтому крайне рекомендую использовать именно вот такие вот ускорители, которые, ну точнее магнитные трубы, которые через ускоритель соединяются с механизмами. Они также требуют блюэлектричества, там на них много нужно никелита накопить. Но оно того стоит, поверьте. То есть ресурсы будут быстрее перемещаться, как бы крафты будут быстрее, никаких там лаганий этого завода не будет. Поэтому лучше вот такую систему не полениться сделать. Именно через вот такие трубы магнитные и через ускорители. Вот такая система получается. Мы соединяемся менеджеры между собой. Вот, значит, одни менеджеры у нас хранят ресурсы, другие у нас кладут в сундуки нужное количество. И вот так поэтапно, соответственно, здесь я вот произвожу, например, бронзу, здесь я произвожу сверхпрочный сплав, потом я беру этот сверхпрочный сплав, поставляю вот сюда вот в компрессор, у меня производится из него композит. Здесь композит у меня хранится, менеджер об этом знает, он знает о том, что здесь у меня хранится композит. Все, мы можем отсюда потом брать этот композит. Далее. Ну, просто здесь поэтапно у меня идет производство. Вот сверхпрочный сплав, волокна, углеродная ткань. Здесь я вот делаю из них, также поставляю в компрессор, делаю из них углепластик. Это здорово. У меня теперь в системе есть и композит, и углепластик. Это тоже на серверах достаточно популярные элементы, которые активно покупают. Но они во многих крафтах используются в Industrial крафте, поэтому пользуются спросом. И у вас они уже, считай, есть в автоматическом режиме. Это круто. То есть вы можете также вот взять, например, полстака себе, и остальное оно доделает завод в автоматическом режиме полностью. Окей. Значит, делаем углепластик, там композит. Вот, и поехали дальше. Там провода, схемы, также крафтим, мультикристалл, механизм.
провода, катушка Теслы, высоковольтные провода, трансформаторы, стекловолокно. То есть все необходимые для крафта ваджры элементы. Изоляцию делаем, сверхпроводник, магнетрон, ну и наконец ядро ваджры. Все. И последний крафт у меня здесь это, собственно, сама ваджра. Пожалуйста, полностью автоматический завод ваджры. То есть мы можем взять себе, например, одну, и она автоматически воспроизведется. Можем еще взять, сейчас она еще скрафтится. Ну, тут немножко побольше времени потребуется. Ну вот, пожалуйста. И с помощью вот этой системы мы как бы замыкаем крафт. То есть, если у нас заполнен сундук, то крафт выключается. Вот, нам это позволяет регулировать систему. То есть, допустим, у нас есть какой-то там магазин, варп-шоп, да. Мы, соответственно, допустим, нам надо пополнить товар. Приходим на свой завод, забираем несколько ваджер. Пока мы там бегаем, заполняем как бы свой варп-шоп, там занимаемся какими-то делами, завод в автоматическом режиме воспроизводит эти ваджеры. Все, что нам необходимо, собственно, собрать этот завод, как бы, и, естественно, запитывать его большим количеством энергии. Вот. Ну, из плюсов, конечно, этого завода то, что он полностью автоматически, у вас полностью производится в автомате ресурсы. Вы просто забираете из сундуков нужные вам, и оно автоматом накладывается. Из минусов, ну, вот эту схему собирать все-таки потребуется какое-то время. Я суммарно вот потратил там 3 часа, да. Плюс ресурсы, естественно, на производство, особенно вот николита, там надо много побегать, покопать. Но это достаточно дешево и распространено. Но это просто надо время тоже инвестировать в это. Но зато достаточно интересный процесс. Можно у игроков покупать. Причем многие игроки, допустим, в Red Power 2 как бы особо не разбираются. С большим удовольствием вам продадут огромное количество николита за какие-то там алмазики или материю. Вот. Я так делал спокойно у себя на воркшопе, ставил обменники и скупал просто со всего сервера вот этот николит. Собирал вот эти суперзаводы и производил просто охрененное впечатление на других игроков, когда поставлял огромное количество ресурсов, когда они приходили, видели мои суперзаводы и пытались их скопировать. Так, ну а из минусов, да, то что, конечно, инвестировать в это время надо. Еще есть проблема с тем, что могут быть определенные подлагивания, да, поэтому надо аккуратно, то есть постараться наполнять, не перепроизводить слишком много ресурсов, ограничивать. Вот, и какое-то время надо этому заводу дать на то, чтобы запитаться ресурсами, то есть побольше постоять, побольше воспроизвести энергии. Вот. Зато потом полная автоматика, которую теоретически можно даже к варпшопу как-то подсоединить. Но главное, чтобы тоже сильно это все не лагало. Не обязательно, конечно, тут делать завод ваджры, можно делать завод чего угодно, в том числе и гравиков я делал спокойно. В промежутке вы еще получаете кучу других ресурсов, которые тоже можете там выкладывать себе на варп. Все это в автоматическом режиме потом наполнять. Вот так вот. Так, ну основное показал, как бы, если какие-то подробности нужны, можете посмотреть там видео, где я подробно все это с нуля строил. Вот. Это очень классный процесс. Вот, я за этот мод, собственно, Red Power 2 просто обожаю версию Minecraft 1.4.7. Вот, на некоторых проектах они еще сохранились, то есть если где-то это есть, вот, пожалуйста, можете попробовать такого монстра построить. Вот. Это достаточно увлекательный процесс, и который может вас сделать очень богатым. Я как бы на таких заводах зарабатывал просто сотни миллионов игровой валюты. Вот. И потом тратил это спокойно на донат, чтобы потом покупать и становиться еще богаче, и на других серверах такие же машины строить между вайпами. Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр.